В горах Таджикистана на Памире есть одно красивое озеро. С первого взгляда ничего необычного. Бирюзовая вода на высоте 3 километров, заснеженные пики и абсолютная тишина. Туристы называют его «жемчужиной Памира». Но это озеро уже 100 лет держит в страхе весь Казахстан и Среднюю Азию. Если оно прорвется, 17 миллиардов тонн воды сметут 4 страны с лица земли. Как одно горное озеро может угрожать 6 миллионам человек, и почему мир до сих пор ничего не сделал? Сарезское озеро расположено на Памире, в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Вокруг одни из самых высоких гор планеты – ущелья, скалы и вечные ледники. Местные жители называют это озеро «спящим драконом», потому что оно выглядит так со спутников. Сарезскому озеру около 100 лет, и оно считается молодым озером, а причиной его возникновения послужила случайность. В 1911 году в горах Западного Памира произошло землетрясение. Со склона горы сорвался гигантский оползень объемом 2 кубических километра породы. Так образовалась природная дамба Усойский завал высотой 567 метров и шириной более 3 километров. Она стала крупнейшим обвалом горных пород за всю историю наблюдений человечества. Река Мургаб была перекрыта, и вода в том месте начала накапливаться. Сейчас эта дамба сдерживает миллиарды тонн воды от катастрофы невиданных масштабов. Ужас в том, что структура дамбы не изучена. Ученые говорят, что она состоит из грунта и обломков горных пород, но никто не знает, сколько пустот имеет эта дамба и насколько она прочная. Год за годом вода в озере начала копиться. Озеро питается талой водой с окружающих ледников Памира. Каждое лето они тают, и вода стекает прямо в озеро, поэтому уровень воды поднимается примерно на 20 сантиметров каждый год. И с потеплением климата этот процесс только ускоряется. Только представьте эти цифры. Сейчас озеро достигло длины 75 километров и глубины 500 метров. Сегодня за этой дамбой стоит 17 миллиардов тонн воды. Это в 2 раза больше, чем все Азовское море. Это делает Сарез одним из самых полноводных озер в мире, и именно это может превратить его в источник самой масштабной катастрофы в регионе. Давайте вспомним катастрофу Каховской гидроэлектростанции в 2023 году. Вода поднялась на 5 метров и затопила тысячи домов, сотни тысяч людей лишились всего в один миг. Это стало одной из крупнейших экологических катастроф в Европе за последние десятилетия. Еще один пример – это Орск в 2024 году. Небольшая дамба прорвалась во время паводка. Вода затопила целый город. Пришлось эвакуировать десятки тысяч людей и нести ущерб на миллиарды рублей. Но ни одна из этих катастроф не сравнится с потенциальными последствиями дамбы на Сарезе. Давайте представим 3 возможных сценария бедствия. Первый – это землетрясение. Сарезское озеро находится в одной из самых сейсмически активных зон планеты. Памир – это место, где сталкиваются несколько тектонических плит. Землетрясение силой 7 баллов здесь происходит в среднем раз в 100 лет. Силой 9 баллов раз в 2000 лет. И энергии любого из них вполне достаточно, чтобы разрушить завал, созданный землетрясением 1911 года. Показательный пример – в 2015 году прямо под озером произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр находился на глубине всего 22 километра, практически под самой дамбой. Дамба устояла, но только потому, что была зима и промерзшая порода оказалась плотнее обычного. Тогда победило везение, но летом исход мог быть совсем другим. Второй сценарий – это постепенное разрушение дамбы изнутри. Дело в том, что сквозь дамбу сейчас просачиваются 57 родников. Вода медленно размывает ее изнутри день за днем. В одном месте дробит породу, в другом закупоривает трещины. За прошедшие годы дамба уже дала усадку на 60 метров. Ученые говорят прямо, это почти живой организм, поведение которого невозможно предсказать даже с помощью самых современных технологий. Любая тонкая струйка, пробивающаяся через завал, может в один момент стать фатальной. И, наконец, третий сценарий – самый опасный. Еще в 1967 году геологи обнаружили на правом берегу озера гигантский оползень, готовый сорваться в воду в любой момент. 2 кубических километра породы нависают над озером. Трещины на склоне растянулись на 2 километра. Геологи видят их, но остановить не могут. Если этот массив упадет в озеро, волна перехлестнет через дамбу и разрушит ее мгновенно.
А что случится, если дамба все-таки рухнет? Ученые говорят, что из ущелья вырвется поток воды высотой 75 метров со скоростью 100 км в час. Все, что стоит на пути, деревни, мосты, дороги, исчезнет за секунды. Река Бартанг выйдет из берегов и понесет с собой грязь, камни и обломки построек. Через несколько часов вода достигнет Афганистана, затем Узбекистана. Амударья, главная река Средней Азии, превратится в чудовищный селевой поток. Города на ее берегах уйдут под воду. И, наконец, волна дойдет даже до Казахстана. Она будет ослабленная, но все еще смертоносная. По расчетам ученых, вода дойдет до самого Аральского моря, того самого, которое уже почти исчезло с лица Земли. Только представьте, всего на пути этой воды живут 6 миллионов человек. Те, кто выживут, лишатся домов и источников чистой воды. Затопленные кладбища будут разносить инфекции. Волна поднимет со дна минные поля, оставшиеся после гражданской войны в Таджикистане, и разбросает мины на сотни километров вокруг. Миллионы беженцев хлынут в соседние страны, а ликвидация последствий, по оценкам экспертов, займет десятки лет. И вот что самое страшное – это не теория и не предположение. Потенциальный прорыв дамбы – это факт, подтвержденный геологическими исследованиями. Ученые изучили долину реки Бартанг и обнаружили, что Усойский завал далеко не первый в этом месте. До Саресского озера здесь уже существовало 9 таких же озер, и в каждом случае дамбы рано или поздно разрушались. То есть вопрос ставится один – когда наступит очередь Сареза? Важно добавить, что о потенциальной угрозе Саресского озера знали еще в советское время. В 1975 году Совет министров подписал официальное распоряжение о проблеме Саресского озера, документ с грифом «Секретно». С начала 20-го столетия советское правительство снарядило около 10 масштабных научных экспедиций на Памир. Ученые изучали дамбу, измеряли уровень воды и исследовали оползни на правом берегу. На основе этих исследований советские инженеры разработали конкретный план – пробурить тоннель через дамбу, построить на ней гидроэлектростанцию и снизить уровень воды в озере на 100 метров. Это решало проблему сразу. Угроза прорыва исчезала, а регион получал дешевую электроэнергию и запасы воды. Казалось, что план был готов и оставалось только начать. Но в 1991 году Советский Союз распался, и проект умер вместе с ним, после чего Таджикистан остался с этой проблемой один на один. В 1999 году Организация Объединенных Наций опубликовала официальный доклад и впервые назвала Саресское озеро угрозой международного масштаба. Но деньги на решение проблемы не выделены по сей день. На международной конференции в Душанбе в 2003 году ученые предложили конкретные варианты решения. Первый – постепенно раздробить правобережный оползень небольшими контролируемыми взрывами. Идея простая. Если разбить 2 кубических километра породы на мелкие части, они не смогут упасть в озеро одним куском и вызвать гигантскую волну. Второй вариант – прокопать искусственный канал в нижней части завала и постепенно слить воду до безопасного уровня. Оба варианта технически реальны, но по разным причинам планы не были реализованы. Главным препятствием остается финансовая сторона. По самым скромным оценкам, для решения проблемы нужно около $3 миллиардов. Для Таджикистана, одной из беднейших стран региона, это фантастическая сумма. Но что реально было сделано за все эти годы? Всемирный банк выделил деньги на проект по снижению риска Саресского озера. В проекте участвовали международные эксперты из десятков стран. Результат скромный. Была построена небольшая будка с датчиками на дамбе и несколько островков безопасности на склонах гор. В 2018 году произошло кое-что показательное. Таджикистан наконец нашел партнера для работы с Саресским озером. Но не для того, чтобы решить проблему, а чтобы на ней заработать. Вода Саресского озера особенная. Верхний слой до 50 метров глубины является ультрапресной, одной из самых чистых на планете. Местный банк подписал соглашение с китайской компанией о коммерческом использовании воды озера. План является простым – построить завод по производству питьевой воды и продавать ее в страны Центральной Азии на Ближний Восток. Показательно вот что. Для строительства завода и транспортировки воды деньги нашлись, а для того, чтобы укрепить дамбу и спасти 6 миллионов человек – нет. Угроза никуда не делась, а власти просто сменили приоритет.
И вот еще один парадокс. Центральная Азия стремительно погружается в водный кризис. К 2028 году регион войдет в хроническую фазу дефицита. Более 37 миллионов человек уже сейчас живут в районах с нехваткой воды. Страны конфликтуют из-за каждого кубометра, и при этом в горах Таджикистана висят 17 миллиардов тонн кристально чистой пресной воды. Достаточно, чтобы решить проблему региона на годы вперед. Но взять ее невозможно, слишком опасно, а обезопасить слишком дорого. Другими словами, регион умирает от жажды, глядя на воду, которая может его убить. Каждый год сотни туристов со всего мира преодолевают многодневный пеший маршрут, чтобы добраться до Саресского озера. Бирюзовая вода на высоте 3 километров, заснеженные пики, кристально чистый воздух. Одно из красивейших мест на планете. Они делают фотографии и любуются закатом. И почти никто из них не знает, что стоит на краю одной из крупнейших природных бомб замедленного действия на Земле, что дамба, за которой стоит все это великолепие, груда камней возрастом 100 лет. Озеро молчит, и только ученые знают, что это молчание может оборваться в любой момент. Самое неожиданное, что таджикские власти продолжают успокаивать и говорить про отсутствие проблемы. Власти обещают контролировать ситуацию и вести круглосуточный мониторинг. Но проблема никуда не делась. Дамба стоит на том же месте, а оползень на правом берегу все еще нависает над озером. Вода прибывает каждый год, а 3 миллиарда долларов, которые нужны для реального решения, так и не нашлись. Глава МЧС Таджикистана говорит: «Спите спокойно, все под контролем». Но директор Высокогорного геофизического института России в 2024 году заявил прямо противоположное – вероятность прорыва очень высокая. 2 официальных заявления, 2 противоположных вывода и 6 миллионов человек между ними. Саресское озеро на Памире, безусловно, является одним из самых красивых на Земле, и в то же время эта красота таит в себе страшную угрозу гибели миллионов людей. Сейчас озеро совершенно спокойно, но это спокойствие может быть затишьем перед бурей, которая принесет масштабную катастрофу. Сколько еще времени дамба будет сдерживать воду и какие будут результаты ее прорыва, никто точно не знает по сей день.